Крушение круизного лайнера World Discoverer. Судно World Discoverer был первоначально построен как BUA Discoverer в 1974 году, позже было продано компанией BUA Cruises из Дании. В июле 1976 года судно снова было продано Adventure Cruises Inc. и переименовано в World Discoverer. Судно World Discoverer также стал долгосрочным фрахтом компании Society Expeditions. В 1976 году судно было зарегистрировано в Сингапуре. А в 1987 году компания Society Expedition перешла в новую собственность и была переименована в Expedition Cruises с офисами в Сиэтле, США и Германии. Новым владельцем корабля стал Discoverer Reederei, который также владеет другими судами, такими как MV Explorer. В 1990 году он был зарегистрирован в Либерии под именем World Discoverer. Судно World Discoverer имело двойную конструкцию корпуса, что позволяло совершать периодические рейсы в полярные районы Антарктики, позволяя пассажирам наблюдать за движением льдин и обеспечивая защиту от незначительных ударов. В 1996 году корабль был модернизирован под новым названием World Discoverer. Судно несло флот надувных лодок, что позволяло пассажирам приближаться к льдинам для наблюдения. В период с ноября по февраль судно совершало круизы в южном полушарии и посетило такие места, как Антарктида, Фолклендские острова, Чили и Аргентина. С марта по май и с августа по октябрь корабль курсировал по островам южной части Тихого океана. В период с июня по август судно курсировало по региону Аляски, а также по российской границе вокруг Берингового моря. Судно World Discoverer был классифицирован как ледовый класс Швеции и Финляндии 1A, что позволяло судну выдерживать незначительные удары льдин. World Discoverer также имел 13 тысяч километров, 8100 миль, дальность плавания, что позволял кораблю путешествовать по северо-западному проходу. Корабль возглавлял Оливер Крюс, который ранее работал старшим помощником капитана. Компания Expeditions также наняла небольшую команду опытных руководителей экспедиций, чтобы они ответили на вопросы туристов о регионе, льдинах, их перемещениях и пунктах назначения кораблей. Небольшой флот лодок высаживал пассажиров на различные береговые линии для наблюдения за местной дикой природой в этом районе. Каждый день обычно состоял из 2-3 береговых экспедиций под руководством геологов, историков, естествоиспытателей и морских биологов. Корабль был оборудован смотровой комнатой, медицинским центром с активным врачом, библиотекой, солнечной палубой с небольшим бассейном, небольшим фитнес-центром и лекционным залом. 30 апреля 2000 года в 16 часов ровно по местному времени корабль столкнулся с большой неизведанной скалой или рифом в проливе Сандфли на Соломоновых островах. Капитан Крюс послал сигнал бедствия, который был принят в Хониаре, столице Соломоновых островов. К судну был отправлен пассажирский паром, и все пассажиры были доставлены в безопасное место. Затем капитан привел корабль в залив Родерик после того, как корабль начал крениться на 20 градусов, и посадил его на мель, чтобы избежать затопления. После подводного обследования корабля World Discoverer был признан конструктивным убытком. С тех пор корабль остается в бухте Родерик. Майкл Ламакс, президент компании Expeditions, поздравил капитана и команду с их героическими и профессиональными действиями, сказав, что они проявили образцовую манеру во время кризиса. Судно должно было пройти ежегодную проверку в сухом доке 11 мая, но после крушения работы по техническому обслуживанию судна были отменены. Также планировалось 2 дополнительных каюты на шлюпочной палубе и установка новой системы противопожарной защиты по всему кораблю. Судно World Discoverer до сих пор находится в заливе Родерик на островах Нгела с углом обзора 46 градусов. Ближайшие спасательные компании, дислоцированные в Австралии, обнаружили, что корабль разграблен местными жителями и другими группировками.
В то время на Соломоновых островах шла гражданская война. Приливная активность повредила корабль еще больше. Корабль постоянно ржавел, многие окна были сняты. Корабль стал достопримечательностью для местных жителей острова, а также для других круизных линий, которые проходят мимо World Discoverer, в том числе MV Princess Ai. В 2000 году была предпринята попытка спасти судно, но заброшен после того, как были произведены выстрелы местными жителями. Скрытый в отдаленном заливе Соломоновых островов, круизный корабль World Discoverer лежит на боку и медленно ржавеет, где и покоится и до сих пор.